Клинт Иствуд — это олицетворение грубой силы, ковбойского шарма и настоящей мужественности. Когда мы думаем о его гараже, сразу представляем мощные американские маслкары или роскошные ретро-автомобили. Но каким-то образом среди всего этого великолепия оказались машины, которые совсем не вписываются в его образ. Например, Fiat 500. Да, тот самый маленький итальянский хэтчбэк, который больше ассоциируется с узкими улочками Рима, чем с американским героем боевиков. Еще один сюрприз — Toyota Prius. Вспомните Клинта Иствуда в роли Гарри Каллахана, сурового полицейского, готового вынести преступников с одного взгляда. А теперь представьте, как он неспешно разъезжает на гибридном Prius по Лос-Анджелесу. Звучит странно, но эта машина действительно была в его коллекции. Почему такие авто оказались у него? Может, он просто любит удобство? Или же у них есть своя уникальная история? Одно можно сказать точно — это не последние неожиданные сюрпризы в его гараже. Если бы вам предложили угадать, какой автомобиль выберет звезда Голливуда, вы бы, вероятно, подумали о Rolls-Royce, Ferrari или, на худой конец, каком-нибудь классическом Mustang. Но Клинт Иствуд однажды сделал совершенно непредсказуемый выбор. Он купил GMC Typhoon. На первый взгляд, обычный внедорожник, похожий на рабочую лошадку, но если копнуть глубже, это был один из самых быстрых SUV своего времени. У него под капотом 6-цилиндровый турбомотор, способный разгонять машину быстрее, чем многие спорткары тех лет. Но почему именно Typhoon? Возможно, Иствуду хотелось чего-то менее пафосного, но при этом с отличной динамикой. А может, он просто любил нарушать ожидания? В любом случае, этот выбор выглядит куда логичнее, чем его следующий эксперимент. Когда думаешь о Клинте Иствуде, в голову приходит винтажный Dodge Challenger или мускулистый Ford Mustang, но никак не электромобиль. Тем не менее, в его гараже однажды появился Tesla Roadster, первый спорткар от Илона Маска, который взорвал рынок. Эта машина удивила всех, и фанатов Иствуда, и автомобильное сообщество. Как человек, который в своих фильмах олицетворяет классический дух Америки, мог заинтересоваться чем-то столь технологичным и современным? Возможно, его привлекла невероятная динамика Tesla Roadster, разгон до 60 миль в час за 4 секунды. Но долго ли он оставался владельцем этого авто? Увы, нет. Говорят, что Иствуд не оценил тихий ход и отсутствие рычания мотора. Слишком непривычно после всех этих лет на маслкарах. Он быстро расстался с этим автомобилем, но сам факт, что у него вообще была Тесла, уже шокирует. Если вам кажется, что Prius, Fiat 500 и электромобиль — это уже чересчур, то подождите. Самым неожиданным приобретением Клинта Иствуда можно считать Morris Mini Traveler. Да-да, тот самый британский минивэн с деревянными вставками на кузове, который выглядит как игрушечный автомобильчик. Что заставило легенду Голливуда купить такую машину? Вполне возможно, это был подарок, либо у автомобиля была особая история. Но факт остается фактом. Этот малыш действительно находился в его гараже. Каково это — видеть сурового Клинта за рулем маленького британского минивэна? Даже представить сложно. Но не менее интересно узнать, какие машины у него были связаны с его фильмами. Для актеров совершенно нормально забирать домой реквизит после съемок. Но Клинт Иствуд пошел дальше. Он забирал автомобили, которые появлялись в его фильмах. Один из самых известных случаев — Гран Торино. После съемок одноименного фильма, вышедшего в 2000-х, он оставил себе легендарный Ford Gran Torino, выпущенный в 70-х. Этот автомобиль стал центральным элементом картины, и Иствуд просто не смог с ним расстаться. Но это не единственная машина, которую он забрал после съемок. Еще раньше, после фильма «Грязный Гарри», он увез с площадки роскошный Pontiac Grand Prix, созданный в 70-х. Сложно сказать, была ли это его личная прихоть, или он действительно так проникался машинами из своих фильмов. Но одно можно сказать точно: он не просто играл водителя крутых авто, он действительно ими восхищался. Клинт Иствуд всегда был фанатом настоящих американских маслкаров. Эти машины, воплощение мощности, грубой силы и олдскульного шика. В его коллекции есть настоящие легенды, которые заставляют сердца автолюбителей биться быстрее. Один из самых знаковых автомобилей, которым он владел — Ford Mustang Shelby GT350, выпущенный в 60-х. Этот зверь сочетал в себе классический стиль и бешеную скорость, и Иствуд явно знал толк в таких машинах. Еще одна жемчужина его гаража — Dodge Charger, тоже из 60-х. Если бы в его жизни был автомобиль, идеально отражающий его экранный образ, это был бы именно Charger. Массивный, мощный и вызывающий уважение на дороге. Но несмотря на любовь к классике, Иствуд не ограничивался только американскими машинами. В его гараже нашлось место и для чего-то более утонченного. Можно было бы предположить, что Клинт Иствуд — патриот до мозга костей, и в его гараже нет места для зарубежных марок. Но это не так.
У него было несколько европейских суперкаров, которые явно выбивались из его привычного автопарка. Например, Ferrari 275 GTB, выпущенные в 60-х. Этот автомобиль считался одним из лучших в истории итальянской марки и был настоящим произведением искусства. Казалось бы, Ferrari — это про молодых горячих миллионеров, но Клинт знал толк в классике и ценил эту машину за ее исключительный стиль. Кроме того, у него был Jaguar XK50, британский родстер, который сочетал в себе роскошь и спортивный дух. Такой выбор действительно удивляет. Казалось бы, зачем человеку, привыкшему к мощным американским авто, элегантный Jaguar? Но, видимо, у Иствуда был особый взгляд на автомобили, и он ценил их не только за мощность, но и за характер. Когда у тебя есть неограниченный бюджет, можно позволить себе не просто купить машину, а создать ее под себя. Клинт Иствуд однажды воспользовался этой возможностью, и на свет появился Lincoln Continental Mark V, модифицированный по его заказу. Что же в нем особенного? Во-первых, это был полностью кастомный салон, созданный вручную с учетом его пожеланий. Во-вторых, Иствуд захотел изменить характеристики двигателя, сделав его еще мощнее. И, наконец, редкая двухцветная окраска, которую больше нигде не встретишь. Это был автомобиль, отражавший его стиль, солидный, мощный и эксклюзивный. Но были в его гараже и машины, стоимость которых просто заоблачная. Некоторые машины Клинта Иствуда можно назвать автомобильными произведениями искусства. Одним из таких автомобилей является Ferrari 365 GT4 BB, выпущенный в 70-х. Эта модель стала легендарной среди коллекционеров, и Иствуд не упустил шанс заполучить одну из них. Но Клинт однажды принял неожиданное решение. Он продал свою Ferrari 365 GT4 BB. Что могло заставить его расстаться с одной из самых престижных машин в мире? По словам самого Иствуда, он просто не любил привлекать внимание. Для человека, который привык к стилю сдержанной роскоши, такая машина была слишком экстравагантной. Еще один шедевр — Auburn 851 Bowtail Speedster, шикарный ретро-автомобиль 30-х, который буквально дышит историей. Этот красавец с длинным капотом и элегантными линиями, настоящая жемчужина в его коллекции. Однако у него были и машины, которые становились не просто транспортом, а частью его личности. Одна из таких — его любимый внедорожник. Несмотря на всю любовь к классическим маслкарам, роскошным суперкарам и кастомным проектам, Клинт Иствуд не мог обойтись без надежного внедорожника. Его фаворитом стал GMC Yukon, которым он пользовался на протяжении долгих лет. Почему именно Yukon? Во-первых, это мощный и надежный автомобиль, который идеально подходит для поездок за город или по горным трассам. Во-вторых, он не кричит о богатстве и статусе, но при этом остается комфортным и просторным. И, наконец, Иствуд всегда ценил практичность, а Yukon идеально соответствовал его потребностям. Этот автомобиль стал для него не просто средством передвижения, а настоящим спутником в повседневной жизни. Однако мало кто знает, с какого автомобиля вообще началась его история как водителя. До того, как Клинт Иствуд стал мировой знаменитостью, у него был совсем другой подход к выбору автомобилей. В молодости он ездил далеко не на роскошных машинах, а на том, что мог себе позволить. Один из первых автомобилей, которыми он владел, Ford Model T, настоящий символ американской автоиндустрии. Конечно, на момент, когда Иствуд его приобрел, машина уже была винтажной, но он ценил ее за простоту, надежность и дух свободы. Позже, когда его карьера пошла в гору, он сменил этот ретро-авто на Chevrolet Fleetline, выпущенный в 40-х. Это был автомобиль с более элегантным и современным дизайном, но все равно далек от тех роскошных моделей, которые появились у него позже. Однако в его коллекции была одна особенная машина, о которой долгое время никто не знал. Клинт Иствуд никогда не был человеком, который хвастается своим автопарком. Но среди его автомобилей был по-настоящему секретный экземпляр, о котором практически никто не знал. Этот автомобиль — Hudson Hornet, классический американский седан, который в 50-х был легендой гоночных трасс. Эта машина долгое время оставалась в тени других, более громких покупок Иствуда, но сам актер дорожил ей как одной из самых ценных в своей коллекции. В любом случае, Hudson Hornet — это финальный штрих в шокирующей коллекции Клинта Иствуда, которая оказалась гораздо более неожиданной, чем можно было представить. Не все автомобили, которые попадали в гараж Клинта Иствуда, оставались с ним надолго. Были и такие, которые могли стать его любимыми, но что-то пошло не так. Одним из таких автомобилей был Plymouth Hemi Cuda, настоящий монстр среди маслкаров 70-х. Этот автомобиль сочетал невероятную мощность и агрессивный дизайн, но по какой-то причине Иствуду он не приглянулся. Говорят, что он всего несколько раз выезжал на нем, после чего решил, что машина слишком агрессивная для повседневной езды. Возможно, она просто не соответствовала его стилю. Он всегда ценил баланс
баланс между мощностью и комфортом. В итоге этот легендарный маслкар отправился к другому владельцу, а Иствуд продолжил поиски идеального автомобиля. И когда речь заходит о коллекционных автомобилях Клинта Иствуда, все вспоминают Гран-Торино или его маслкары. Но мало кто знает, что в его гараже было место и для настоящего ретро-шедевра. Одной из таких машин был Duesenberg Model J, роскошный американский автомобиль, выпущенный в 30-х годах. Эта машина символизировала абсолютную роскошь своей эпохи, и Иствуд был одним из немногих счастливчиков, которым посчастливилось владеть таким автомобилем. Однако он никогда не выставлял его на показ и редко упоминал о нем. Возможно, это была просто его личная слабость, что-то, что он ценил исключительно для себя. Клинт Иствуд всегда восхищался военной техникой, что неудивительно, учитывая его роли в военных фильмах. Однажды он приобрел Jeep Willys MB, легендарный внедорожник времен Второй мировой войны. Этот автомобиль не просто машина, а часть истории, символ мобильности американской армии. Этот джип был не просто музейным экспонатом. Клинт использовал его для поездок по своему ранчо. Он восхищался его простой конструкцией, надежностью и неприхотливостью. Это была машина, которая идеально вписывалась в его философию: минимум лишнего, максимум пользы. Как человек, который всегда ценил практичность, Иствуд не мог обойтись без надежного грузовика. Одним из его первых автомобилей, когда он уже стал известен, был Chevrolet 3100. На этом грузовике Иствуд часто передвигался по своим ранчо, перевозил сено, дрова и все, что требовалось для ведения хозяйства. В отличие от дорогих спорткаров, этот автомобиль был простым, удобным и невероятно надежным. Это был тот случай, когда машина становилась не просто средством передвижения, а настоящим помощником в повседневной жизни. Большинство автомобилей в гараже Клинта Иствуда использовались регулярно, но была одна машина, которая появлялась на дорогах только в особых случаях. Это был Mercedes-Benz 600. Классическая модель представительского класса, созданная для тех, кто ценит стиль и комфорт. Этот автомобиль ассоциируется с мировыми лидерами, звездами кино и музыки, и неудивительно, что Иствуд выбрал его для своих поездок на премьеры и светские мероприятия. В отличие от его внедорожников и маслкаров, Mercedes-Benz 600 был символом элегантности. Он редко появлялся на публике, но когда это случалось, он подчеркивал статус Иствуда как одной из главных легенд Голливуда.